Всем привет! Вы с Олегом Соскиным. Сегодня 5 февраля, воскресенье, 2023 год. Анализировал целый день разные вопросы, проблемы, информацию, которая есть. Небольшой такой пессимизм, конечно, есть. В целом не знаю, как у других аналитиков, экспертов и так далее, как у тех, кто смотрит меня и в целом у украинцев. Но какое-то есть тревожное такое ощущение предстоящих, надвигающихся, я бы так сказал, событий. И происходящие в информационном поле вещи, которые мы наблюдаем, тоже, собственно, события, да, они не вселяют особого какого-то позитива там, и оптимизма. Ну, начнем с чего? Сегодня прошла уже информация, что сбили американцы истребитель, вот этот так называемый шпион Аэростат китайский, который летел над Соединенными Штатами более 3 лет. Как известно, он залетел с Канады, пролетел над штатом Манитоба и потом через центральное, там через Тихоокеанское побережье пошел на Атлантику. Китайцы брехали, коммуняки, бандиты, как всегда, что это все случайность, что это форс-мажор и так далее. Но понятно было, что он так форс-мажорил, этот здоровенный аэростат. Он, кстати, объемом, его так приблизительно сравнивали, где-то как 3 школьных автобуса. Вот, ничего себе, да, ну то есть мощнейшая штучка такая, полностью напичканная серьезнейшим, современнейшим шпионским оборудованием. В общем, сбил его истребитель американский над Атлантическим типа океаном. Ну, как он там, интересно по этому поводу, немножко так прикололся Трамп, сын Трампа. Он говорит, что это он его сравнил там с китайским одним военачальником. Говорит, ждать надо, говорит, чтобы он все изучил 3 дня, все передал шпионские сведения туда, в штаб-квартиру Китая, что он там наснимал и нафотографировал над Америкой. И, говорит, потом его надо сбить над океанским океаном, чтобы нельзя было достать его, так сказать, останки, обломки. Ну, достанут, не достанут, будем знать. Но в целом, конечно, такая гнилая история для Байдена. Она показывает, вот эта информация, что все-таки Байден и его сын замешаны очень серьезно в связях с Китаем, что есть у Си Цзиньпина, у спецслужб Китая коммунистических очень много компромата и на сына, и на Байдена, еще с давних времен. И, конечно, Байден, он постоянно должен тут лавировать и, так сказать, метать икру. Но пришлось им сбить, Байден приказал сбить этот вражеский объект шпионский, потому что была настолько мощнейшая критика со стороны республиканцев, и Трампа, и других лидеров, и лидеров Нижней палате Конгресса, этого Маккарти, что было понятно, что если не сбить эту штучку, китайско-коммунистическую, шпионскую, то Байдену будет очень тяжело. Ну вот теперь смотрите, какие последствия. Последствия будут очень плохие, поскольку Китай уже высказал свое фэ и такую информацию, собственно, уже и ноту дал Министерство иностранных дел, что это недопустимо, что это наглость и империалистический типа такой удар по Китаю, что это был погодный, там этот аэростат, в общем, брехня, как всегда. Коммунисты же не всегда брешут, а тем более китайские, я думаю, что у них правду в их информации практически и найти нельзя. Теперь смотрите, какая ситуация. Итак, какие уже последствия того произошли. Это мы с вами знаем то, что этот самый Блинкен уже не едет. Он считался самый такой минимально антикитайский в руководстве Байдена, и он должен был ехать и говорить с китайцами на предмет, чтобы они не поддерживали Путина, Московию, Российскую Федерацию.
Теперь он уже никуда не едет, все это, соответственно, провалилось, и будут ухудшаться отношения, потому что, ну, по-любому они достанут эти останки этого аэростата, такие, сякие, ну и, конечно, когда там вскроется эта вся начинка этого, так сказать, аэростата, то будут очень серьезные заключения сделаны. То есть можно говорить, что вот это сбитие, ну, Китай первый спровоцировал, то есть он фактически осуществил прямое вторжение в Соединенные Штаты Америки, это беспрецедентное событие. И США, естественно, это не оставят без, так сказать, последствий. И последствия для Китая какие-то сейчас наступят. Будет какой-то удар по Китаю. Он должен быть, потому что иначе, ну а как? Как иначе? То есть это просто плюнули в морду коммунистический Китай, прямо плюнул, так сказать, американцам, скажем, в лицо, если так мягко говоря. Поэтому, естественно, для Украины это будет означать, что формируется мощнейшая, ну, во-первых, США будут значительно теперь больше внимания и денег уделять противостоянию с Китаем и поддержке там в Тихоокеанском регионе своих союзников, чем это было. А во-вторых, то есть средств на Украину будет меньше и внимания будет меньше. Но этого мало. Это будет означать, что уже в полный рост, и китайские Синьцзепин и другие лидеры заявили, что они будут поддерживать Российскую Федерацию и готовится вот этот визит весной Синьцзепина в Москву. То есть практически формируется в полном объеме, я вам про это уже говорил, вот эта ось зла, Российская Федерация, коммунистический Китай, плюс ну, бандитская, агрессивная, конечно, путинский режим этот гребаный, и Иран. Надо помнить все время про Иран. Тем более принято решение, что где-то там они в Калмыкии, кажется, будут строить, Иран будет им строить за $1 миллиард, соответственно, это больше 1000 километров от границы с Украиной, вот этот завод по производству дронов, но единственное, они хотят, московиты, чтобы это были более быстрые дроны. То есть есть у них уже разработки на эту тему, и Иран должен этот завод им там под ключ поставить. То есть вот этот такая как бы пакт зла, это Иран, это Китай, это Российская Федерация, ну Беларусь, само собой, это чистый голем. То есть Беларусь это колония уже Российской Федерации, тут не может быть двух мнений, хребет у белорусского народа сломленный, они раздавлены просто как вот, ну, по сути Лукашенко и Путин втоптали в грязь, и народ это терпит. Тут ничего не сделаешь, такова судьба белорусов вот, на сегодняшнем этапе. Да, будет гражданская война, она обязана быть по всем критериям революционного противоборства, революционных войн, революционных кризисов. В Беларуси обязательно должна быть гражданская война на каком-то из этапов. Как она будет протекать, мы не знаем, но она должна быть. Это как бы аксиома. Я думаю, где-то еще год-два, вот, и она должна начаться в каких-то уже, так сказать, элементах. Ну и следует, конечно, Северная Корея, 100%, которая тоже является мощнейшим, ну, по сути, это тоже часть вот этой китайско-российской, собственно, парадигмы этой зла. Вот это очень важно. И тут очень интересная вещь, вот если анализировать, я когда-то об этом объяснял, что при Трампе в самом деле он очень четко, Трампу надо отдать в этом плане должное, у него очень мощное стратегическое мышление. Вот, и особенно интуиция колоссальная. Ну, все-таки человек 7 раз проходил через падение, через разорение. То есть это колоссально, как по японской этой мудрости, 7 раз упади, 8 раз поднимись. То есть это колоссальный мозг и в целом подготовка мощнейшая, конечно.
Так вот, он за эти 4 года серьезнейшим образом подорвал вот эту монополию Китая в Соединенных Штатах Америки, и при нем реально было уменьшение товарооборота Соединенных Штатов с Китаем. А вот при Байдене начался подъем. И еще нет окончательных данных, но Китай уже их предварительно дал за 2022 год. Так вот, Пекин опубликовал свои собственные данные за полный 2022 год, которые показывают рекордный объем торговли с США, которая достигла, вдумайтесь, в объем 760 миллиардов долларов. То есть это где-то приблизительно 7 ВВП Украины годовых. Да? То, что Украина там может наштрябать сегодня за 7 лет, это только один торговый оборот между США и Китаем. А вот если еще добавить товарооборот Китая и с Евросоюзом и США за 22 год вместе взятые, то на минуточку это 1,6 триллиона долларов. В 8 раз больше, чем с Россией. Там они говорят, что у них что-то растет. Так вот, весь оборот с Россией за 2022 год составил 190 миллиардов долларов. Это Россия в 2022 году заняла второе место в поставках нефти в Китай. И поставила Российская Федерация в Китай 86 миллионов тонн нефти. 86 и 250 тысяч. 86 и 25 сотых миллионов тонн нефти. На первом месте Саудовская Аравия, не намного больше, 87 и 49 сотых. То есть считайте где-то на 1,2 миллиона тонн нефти саудовцы поставили больше, чем Российская Федерация. То есть, по сути, сегодня Китай четко снабжает ресурсами Российскую Федерацию против Украины. Зеленский. А когда Соскин говорил, это ж ты ввел безвизовый режим с Китаем, это вы там назначили у Кулебы, и еще перед ней там этот был, который сейчас в Великобритании послом, Пристайка, или как там его, вы назначили Гаспарову, или как там ее фамилия, замминистра, которая иностранных дел, чтобы она за Китай отвечала. Это ты лобызал Китай, Зеленский. Вот тебе результаты твоих лобзаний, видишь? И Китай вышел, вдумайтесь, в мире на второе место, обогнал Германию по экспорту автомобилей. Китай отстал, и вообще задрыпанный Китай, вообще ничего не имевший. По экспорту автомобилей в мире он вышел, Япония на первом месте, а он на втором. Значит, по оценкам, в 2022 году в КНР было поставлено 11%, всего мирового экспорта автомобилей сегодня и в мире приходится на Китай. Представляете? То есть это просто безумие какое-то. Япония экспорт составил 11,5% от общего производства объема Китая, или 27 миллионов этих самых автомобилей. Можете себе представить? То есть это просто беспрецедентно. А общее, получается, производство у них где-то почти 207, почти где-то около 300 миллионов автомобилей в год. Это при том, что там россияне произвели просто автомобили, что-то 160 тысяч, что ли. То есть Российская Федерация вообще летит в тартарары. Более того, у них опять Урал, этот их упал, упал почти уже до 53, там около 53, на 2 февраля $53,5 за баррель. А если брать с дисконтом, так там вообще полная же, это где-то там $30 за баррель максимум. То есть и у Минфина сегодня уже не хватает, он наполовину почти потерял доходы от нефти, и поэтому начинает продавать свои, так сказать, долларовые, в свободно конвертируемой валюте. Ну а у него какой? У него и долларов-то нет, у него же все в этих юанях, и теперь они нефть продают за драхмы, продают Индии, представляете? За рупии, прошу прощения, за рупии. Это уже вообще полный бред какой-то.
А что делает эта Индия? Она теперь берет нефть у Российской Федерации, ее перерабатывает и продает сотнями тысяч баррелей нефтепродукты, бензин и дизельное топливо продает в США и в Европейский Союз. Как вам это нравится? То есть практически Россию Путина имеют все по полной программе. И Китай, и Индия, и Саудовская Аравия, ну кому только не лень, понимаете? То есть каким надо быть ненормальным, вот какой особью, вот это, ну, я же говорю, директор этого Дрезденского клуба, чтобы такое натворить. И будет еще хуже ему. Но он, это маньяк, он не остановится, поэтому он будет дальше идти по уничтожению Украины. То есть, смотрите, и так делаем вывод. Отношения у США и Китая были чудесные при Байдене, и они развивались в торгово-экономических всех процессах. То есть это брехня, что там Байден говорит, что у них ухудшились отношения с Китаем, там Блинкины всякие, эти самые Нудельманы и прочее. Это все ложь, обыкновенная ложь. Потому что Байден и чрезвычайно его сын привязаны к коммунистическо-бандитскому Китаю. И республиканцы, они сейчас начнут ему там выворачивать, конечно, его кишки. В этом плане политэкономические, ну не физические, это же понятно. Вот. И вот это нутро Демпартии, вот это то, что сказал Трамп, что в Демпартия это социалистическое, это прибежище социалистов и коммунистов. Поэтому они так и дружат с коммуно-бандитским Китаем, что они такие же социалисты-коммунисты, как те, которые сидят в этом Китае. Поэтому я думаю, что Байдену приходят последние месяцы, и он уйдет. Он уйдет, особенно с провалом вот этого вот космического этого шпиона аэростата, который он пропустил над США, и они засняли практически все базы и все остальное, ими передавалась эта информация в Китай. То есть Байден реально нанес урон, огромный урон безопасности США, и за это он будет отвечать. Я думаю, республиканцы его за это не простят. Ну и еще ж два таких же аэростата летят, они уже приближаются там через Латинскую Америку, один идет и еще один откуда-то там. Поэтому я думаю, что фактически может быть сейчас приближение состояния, это Пёрл-Харбор был осуществлен по сути, так японцы ударили, когда Штаты вступили во Вторую мировую войну, а теперь китайцы то же самое сделали. Поэтому будет ухудшение отношений, я думаю, будет отставка Байдена или импичмент, ну, будет посадка, видимо, его сына со всеми вытекающими для Зеленского и прочих Резняковых, Ермаков и прочих, так сказать, Шмигалей вопросов. Вы поэтому, народ, не расслабляйтесь. Вот 5 миллионов почти зарегистрировано украинцев в странах Европы, где-то 150 тысяч выехало в Канаду, там в Австралию еще сколько-то и так далее. Ну, короче говоря, как говорится, ничего доброго не ждите. Смотрите, вот начались морозы, и будет еще хуже, все хуже и хуже. Нет позитива, никакого позитива сегодня в мире для Украины, для ее борьбы, войны, для поддержки нету. Нет. То есть ухудшение отношений США-Китая колоссальное, устранение Байдена, устранение Демпартии, приближение войны США с Китаем, формирование коалиции Россия, Китай и Иран. Вот это мы с вами на повестке дня имеем. Вы с Олегом Соскиным, поддержите канал. Всего доброго, до новых встреч. Подписывайтесь.